Привет, друзья! В сегодняшнем выпуске я хочу посвятить очень острой теме, на мой взгляд, война в Украине и последствия для общества. С медицинской точки зрения и не только. А те, кто еще не подписан на мой канал, обязательно подпишитесь и поставьте лайк. Только так алгоритмы YouTube продвигают видео. И нажмите колокольчик, чтобы не пропустить выпуски новых видео. А те, кто хочет поддержать мою работу, вы можете перейти по ссылке, указанной в описании, на сайт Patreon и выбрать удобную для вас форму поддержки. Спасибо! Ну что, друзья, поговорим на острую тему «Война в Украине» и какие же последствия для общества с точки зрения медицины и обычного человека. Февраль 2022 года, без преувеличения, это до и после, для всего мира. Миллионы, даже не сотни тысяч искалеченных судеб, огромное количество жертв, полное непонимание и отчаяние, каждое утро просыпаешься и не знаешь, что тебя ждет дальше. Это потерянные близкие, потерянное имущество, разрушенные планы. Кто-то учился, работал, копил, что-то создавал, строил, планировал, и в один миг он лишился всего этого. И, конечно же, это значимо сказалось прежде всего на здоровье, а именно на психическом статусе. По данным Всемирной организации здравоохранения, 10% населения, столкнувшегося с таким травмирующим фактором, как война, будут иметь огромные проблемы с психическим здоровьем. Еще 10% это люди с поведенческими последствиями на фоне такого травмирующего фактора, что будет им значимо мешать в будущем нормально, активно функционировать. Это большое количество тревог, депрессий, психосоматических расстройств в виде нарушенного сна. Это могут быть боли в спине, в животе, головные боли, может быть тремор, могут быть какие-то подергивания и так далее. Но лучше, конечно, лучше меня объяснит это любой психиатр, там, психолог, но с точки зрения врача и то, с чем я сталкиваюсь буквально ежедневно на приеме, это я стараюсь вам донести, потому что я провожу определенные шкалы, опросники, которые говорят о колоссально высоком уровне тревоги в обществе. Буквально 80-85% пациентов, приходящих сегодня на прием, это люди с клинически выраженной тревогой. И зачастую они не имеют того или иного заболевания соматического, а им кажущееся им соматическое заболевание – это лишь последствия психической травмы. И часто я направляю на консультацию к психиатру, потому что сегодня мы живем в таких реалиях, когда на каждого из нас действует огромная нагрузка, прежде всего стрессовая. Так что работают психиатры сегодня очень активно, таковы нынешние реалии. Так вот, это прежде всего, как я уже сказал, проблемы с психическим статусом. Второй момент – это огромное количество инвалидов. Это люди с ограниченными способностями, которые в будущем будут нуждаться в особых условиях труда, в особой реабилитации, в особых в техническом оснащении, медикаментозной и немедикаментозной терапии. Это нужны будут специализированные центры, специализированный персонал, который бы занимался реабилитацией этих людей. Это очень важно. Важно не оставить этих людей один на один. То есть те, кто пострадал физически от войны, должны быть реабилитированы. Это огромные затраты для государства, и финансовые, и нужна воля, и нужны специалисты, и специалисты с особой подготовкой. Второй момент. Военные. Военные, которые участвуют непосредственно в конфликте, они также подвержены психической травматизации. Человек, видевший смерть, получает травму психическую прежде всего, и он также нуждается в реабилитации. Невозможно, так не должно быть, чтобы закончился военный конфликт, и эти люди остались один на один. Это колоссальные последствия для общества. Это пропасть, исчисляемой десятками лет, чтобы ее восполнить.
если государство, если общество не будет заниматься реабилитацией этих людей. Все военные должны быть подвержены психической коррекции, медикаментозной, немедикаментозной реабилитации. Каждый военный должен непосредственно взаимодействовать с квалифицированными специалистами, знающими особенности работы именно в условиях военного времени. После окончания любых конфликтов каждый военный должен направляться на реабилитацию и физическую, и психическую. К сожалению, как мы знаем, и после Второй мировой войны на постсоветском пространстве эти люди оставались одинокими, их куда-то задвигали вглубь страны, забывали о них. Очень много разбоя было, очень много мародерства, очень много насилия, потому что мы не знаем, насколько глубоки последствия для того или иного военного, участвовавшего в боевых действиях, и как он будет себя вести дальше, как он распорядится своей жизнью и каковы его действия будут в мирное время. Мы этого не знаем, но предполагая, конечно, это огромное количество незаконного применения оружия, насилия в отношении близких, мародерства, воровства и так далее, если каждый из них не пройдет качественную реабилитацию. Это что касается вот таких достаточно серьезных последствий, о которых мало кто задумывается. Все воспринимают войну, как, знаете, вот, многие вообще как сериал смотрят около телевизора. Для кого-то это личная трагедия, но мало кто задумывается о глобальных последствиях любого конфликта, любой войны. Второй момент. Это любая война, это огромные последствия для общества в плане экономики. Большая доля населения оказывается за чертой бедности. Страдает качество питания, качество медицинского обслуживания. А это также колоссальные последствия для здоровья. Снижение качества питания – это развитие сердечно-сосудистых заболеваний, нейроэндокринных патологий, это различные травмы, это усугубление течения уже имеющихся хронических заболеваний. Это огромный, колоссальный рост онкологии до терминальных стадий, потому что люди просто не имеют доступа к качественной медицине по тем или иным причинам, либо экономическим, либо невозможно эвакуировать, невозможно перевести. Страдает, конечно же, диагностика, потому что выявить то или иное заболевание в мирное время тяжело, а не говоря уже о времени военных действий. То есть вот такие последствия на здоровье в целом каждого человека. Отток квалифицированного персонала, в том числе ученых, IT-специалистов, врачей, инженеров, преподавателей и так далее. Отток из страны, разных стран, участвующих в конфликте и близлежащих, потому что зачастую близлежащие страны, они также страдают от военных действий своего соседа. Отток квалифицированного персонала – это прежде всего дефицит специалистов в стране, дефицит качественных услуг, в том числе медицинских. Это невозможность доступа к услугам людей отдаленного места проживания от крупных центров, от крупных городов. И это тоже колоссальные последствия для здоровья. Следующий момент. Учитывая то, что военные действия ведутся неравномерно на территории страны, и люди, проживающие либо в эпицентре событий или в близлежащих районах, они не имеют возможности доступа к качественному образованию. И это пропасть в плане интеллектуального развития общества. Любые боевые действия – это ограничение образовательного процесса. Кто-то хотел поступить в высшее, либо среднее учебное заведение, но из-за
военных действий не имеет такой возможности. У кого-то финансовой такой возможности нет, у кого-то физической нет возможности и так далее. И, соответственно, будут еще долгие годы, десятилетия потом справляться с вот этой пропастью интеллектуального развития, потому что это действительно проблема, это будущие специалисты, это будущее страны, те люди, которые должны потом будут восстанавливать экономику, восстанавливать страну и реабилитировать общество, пострадавшее от боевых действий. Любые боевые действия, как я уже сказал, это катастрофа, это потери, это поломанные человеческие судьбы, огромное количество одиноких людей, детей без родителей, детей-сирот. А как мы знаем, одиночество зачастую приводит к тяжелым последствиям для здоровья в виде психических расстройств, а также физических, недоедания, недосыпания, отсутствия качественной жизни как для детей, так и для людей пожилого и старческого возраста, имеет тяжелые последствия для здоровья и часто заканчивается либо инвалидизацией глубокой, либо ранней смертью. Это также негативное последствие, это страшное, это колоссальное последствие для общества от ведения боевых действий. Еще один важный момент. Каждый человек по-разному воспринимает эту войну и абсолютно имеет разную устойчивость к этому травмирующему фактору. И, как мы знаем, любая такая экстремальная ситуация, она плачевна тем, что огромное количество суицидов. Не каждый человек выдерживает. Не каждый человек выдерживает, видя смерть, видя пожары, видя разрушения, видя безвыходность ситуации, как ему кажется. И зачастую это заканчивается, к сожалению, самоубийством. Это печально, и сейчас невозможно сказать, какая точная цифра вот таких ситуаций. Это, может быть, после окончания войны будет подсчитано как-то, будет какая-то статистика, но обычно это остается тайной, и никто этим не занимается. Но огромное количество вот таких несчастных случаев, о которых никто даже не задумывается. Вот я попытался назвать такие самые элементарные, самые страшные, одни из самых страшных последствий любой войны, и в том числе войны в Украине, о которых мало, к сожалению, очень мало кто задумывается. Многие думают, что это какая-то игра, это там политические какие-то игры и так далее, но это трагедия, это страшная трагедия для каждого из нас. А последствия мы будем еще разгребать десятилетия, если не столетия. Потому что только реабилитировались от того или иного конфликта, войны, начинаются новые какие-то проблемы. Но в 21 веке пора уже решать все-таки цивилизованным, мирным путем, а не показывать силу свою, показывать оружие. Мне кажется, те, кто показывает силу, это люди, уже проигравшие, те, кто не может другим путем показать свое какое-то превосходство, своей экономикой, своими технологическими возможностями, своим развитием науки, медицины, технологий, в том числе IT, космических каких-то технологий там, и так далее. Это те люди, которые не могут ничего другого предложить окружению, предложить миру, как только свою силу, к сожалению. Но я надеюсь, что рано или поздно мир придет к тому, что любое оружие будет уничтожено, любая сила будет подавлена, а мы будем только соревноваться знаниями, интеллектом своим, технологиями, созданием каких-то проектов, открытий и так далее. Это будет лучшая демонстрация силы и лучшее соревнование, нежели чем сейчас с такими страшными, просто невосполнимыми потерями и огромной трагедией для всего мира. Спасибо большое, что меня смотрели. Будьте здоровы и всегда анализируйте любую информацию
детально, глубоко и с холодной головой. Всем мира и будьте здоровы!